Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать во второй выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Сегодня я планирую вылазку в рейды на локациях Таможня и Лес. Рейды планирую за ЧВК и за Диких. Для всех найдется работенка. Но когда мы планируем, боги смеются. Так что война план покажет. Карачаевский, Айсмен, Ник, Герман, Волод, Илья, Кругенхаймен, Антон, Уайт Нобель, Дроид. Спасибо большое за финансовую поддержку и добрые слова. Я стараюсь рассчитать так, чтобы длительность выпуска была не меньше часа, но, как видите, не всегда это получается, так как, выходя в очередной рейд, не знаешь, сколько он продлится, 25 секунд или 50 минут. Ну, погнали! Всем приятного просмотра! Помимо возврата страховки, прапор еще и плюшки подгоняет. 101-й калаш, ВОК, 25-й еще и патронов. Приятный сюрприз. Умеешь удивить, прапор. А знаете, что меня еще поразило? Это новый компьютер от HyperPC Invader. Это мощный зверь, который не оставит никого равнодушным. Оснащенный процессором Intel последнего поколения и новейшими видеокартами GeForce RTX 30 серии, Invader подарит вам совершенно новый игровой опыт. Invader создан для максимально комфортной игры во всех современных проектах и подарит тебе яркие эмоции от плавной картинки высокого разрешения. Лично меня удивило, что системный блок с такой начинкой получился довольно компактным и размером всего 60 сантиметров. Его спокойно можно поставить на стол, чтобы все видели, на чем летает в космос его хозяин. Также он станет отличным дополнением интерьера в любой комнате. Помимо стильного дизайна, корпус можно изменить, выбрав покраску из огромного количества цветов. HyperPC Invader — это воплощение качества, мощи компьютерного железа и яркого стиля. Мне бы очень хотелось попробовать данного зверя, и если у тебя тоже загорелись глаза, то он ждет тебя по ссылочке в описании этого видео. В первую очередь сегодня займусь квестом от прапора «Проверка на вшивость». Мне необходимо найти бронзовые часы, для этого нужен будет ключ. За ключом я пойду, пожалуй, за Дикого на таможню. Хорошие новости, я теперь знаю, куда первый миллион я свой потрачу. Это будет ящик для хлама. Это чудо техники позволит мне сэкономить кучу целое место в моем скромном схроне. Первый рейд, я пойду за Дикого схожу. Мне нужно будет сначала ключ от наливника надыбать. Ключи находятся в трехэтажке общежитий, так что сразу же в общагу. Будем надеяться, что там ключи до сих пор лежат в куртке и ждут, пока за ними Дис придет. Если будет по пути, еще заглянем на ВСРФ. Там есть спящий, и в этом спящем мне нужен ключ по квесту. Ну, спавн такой себе, я вам скажу. Хотя бы есть экстренная медицина. Мне на ту сторону абсолютно бежать надо. Абсолютно. Но зато ВСРФ по пути, я тогда успею 17 минут есть. Может быть, еще и на ВСРФ заберу N-ключ. Он мне тоже нужен будет в ближайшее время по квесту от лыжника. Ну и потом в общежитие тогда двинем. Погнали через канал. Тут уже надо ушки на макушке. Ящики закрыты. Что скажешь, браток? Да ладно, ключик есть. Хорошо. Это хорошо. Если я вынесу этот ключ, то мне, когда настанет время выносить эту папку с времянки, которая открывается N-ключом, то мне не нужно будет бежать сюда за ключом. Даже если спаун будет на той стороне, это будет лучше. Я сразу же забегу в эту времянку и заберу нужную папку. И пойду на выход. Вдоль забора бетонного здесь проскочить попробуем. Более-менее безопасно, я думаю. Дикие у нас с дополнительным оружием. Вот трупы лежат. Че у тебя, браток? И, пожалуй, самое интересное.
Так, а выходы у меня где? В какую сторону мне потом топить? Проход между скалами, заводские времянки. О, заводские времянки можно будет выскочить. Если ключ найду, то заводские времянки прямо напротив здесь. О, все, настежь. Вы уже все? Отгуляли тут? Скотч. Мне как раз нужен будет для зоны отдыха. Вот когда идешь за каким-то быстрым делом, когда тебе рюкзак особо-то и не нужен, у тебя беркут за спиной или рюкзак дикого. Нет ключа у меня, пацаны, блин. Тогда я не буду выходить здесь на времянках заводских. Я тогда пойду, наверное, в сторону... В сторону прохода между скал. И попутно погляжу тогда все тайники, которые... Раз у меня беркут уж есть, что тут мне особо... Нечего терять. Ничего такого ценного у меня тут нет. Ну, тут уже вскрыты тайнички. По пути у меня будет еще несколько тайников. Не факт же, что они все открыты. А если даже и открыты, то посмотреть точно не помешает. Я раньше игнорировал тайники, которые вскрыты, а на самом деле зря. Я подсмотрел у одного забугорного стремера. И очевидно, что я зря пропускал скрытые тайники. Не всегда все подчистую там пылесосят. Вот так вот сумочку еще возьмем. Если не продадим, то возьмем в рейд. Бот, что ли, на ЖД прям стоит? Нифига ты как статуя там. А вон оно. Дерево. На ЖД стоит статуя, у статуи нету глаз. До расширения, тоже вскрытый, до расширения таможни здесь самые опасные тропинки были. О, Емеля. О, Салева. Слышь, вот это, вот это. У меня 3 квестовых предмета. Ключ, Салева и Емеля. Остался... Слушай, а что, тут еще пару даже тайников есть. Все равно все по пути. Под лэп на ЖД есть еще в вагоне ящик с инструментами. И почти на выходе там тоже вскрыт. Что-то кто-то тут, короче, уже походу. Ну, раз мы лоб в лоб не столкнулись, то, скорее всего, я за кем-то по пятам иду, да? Опачки. Человека видал? А он есть. А вон он трется. Вот за кем я по пятам иду. Но он вроде там под вышками будет лазить сейчас. Вот как раз в аккурат я прям за ним иду. Но не буду я лезть туда на рожон. Мне это даром не надо. У меня целая Салева. Я, по-моему, быстрее Салевы эти соберу в рейдах за дикого. Чем поставлю медблок и начну варить их.
Все, занимайся там своими делами, а я буду выходить потихоньку. Вот он мой выход. Но рядом с выходом, за скалой, вот здесь в кустиках тайничок есть. Его не так часто лутают. Во, он полный, смотри. А, ну блин. Полный, а толку с него чуть. Хорошо, N-ключ у меня есть. Ключа от наливника нет. Значит, я пойду сейчас за ЧВК. И пойду сначала за ключом в общагу. Неплохая быстрая вылазка. Вынес несколько предметов. Плюс еще скотч вынес. Я же сейчас еще смогу построить себе зону отдыха. Так. 10 тысяч рублей у меня имеется, слава богу. Скорость окончания дебафа 10%. Неплохо. Для второго уровня зоны отдыха мне теперь потребуется второго уровня генератор, обогрев второго уровня, 3 лампы энергосберегающие, 35 тысяч денег, 1 DVD-привод, 1 магнит. А, ну еще лояльность нужно будет подкачать. Короче, не скоро, но предметы я себе выпишу. Так, если найду, буду складывать. Передаю первую аптечку по квесту «Дефицит» для терапевта. И пачку сухарей Емеля передаем по квесту егерю. Поскакали сразу на таможню, у меня уже ЧВК заряжен, вечерком пойдем, так что быстренько все страхуем. А не все, конечно. Так, чик-чик и вперед. Долго на локации не буду возиться, потому что быстро очень стемнеет, во-первых. Во-вторых, мне нужно будет как можно быстрее попасть в трехэтажку, на второй этаж забрать ключ с куртки, пока его никто не стараканил. Главное ключ раздобыть, а часы это такое уже. Ключ мы в подсумок сразу же затарим, он никуда не денется от нас. А чё меня на КПП, что ли, опять? Ой, японский бог. Не самый удачный спаун, конечно. Мне сейчас через все эти... Ладно, пошли в общаги. В самой общаге стрельбы не слышно, но вокруг да около шмаляют все ребятки. Так что... Возможно, несмотря на то, что я черти где заспавнился от трехэтажки, не исключено, что я первым гостем буду здесь. А нет, дверь открыта напротив. Но наше дело маленькое, нам главное ключик стараканить, и все, можно помереть, даже не жалко будет уже. Ключик есть, я его забираю, все. Живем, парни. Это ключ от спецтехники. Именно этот ключ нужен нам... Ого, и факт целый. Нужен нам для того, чтобы забрать бронзовые часы по квесту, и все, он больше в игре ни зачем не нужен. Такой вот парадокс. О, завод? Серьезно? О, вот это да. Это большая победа. Ловите на память, я пошел. Нормально. Теперь у меня есть альтернативный выход на таможне. Это ЗБ-13. Я могу решетчатую дверь открыть. Теперь я могу через КПП, не через девятку прыгать. И плюс в КПП там ящик и картотека лутать. Плюс я теперь могу на заводе выходить где мне угодно. У меня вот это. Хороший ключик вообще в цвет вот в начале. Еще бы от таможни ключ найти. Было бы вообще замечательно. Зачем ты встаешь? Специально лег, чтоб... Дикий черкашет. Ну, дикий это хорошо. Это... лучше, чем ЧВК. Дикого размотать легче гораздо. Плюс, если тут дикий, значит тут ЧВК, скорее всего, нет.
Блин, темнеет так быстро. Эта база решала. Примерно. Да, где-то там возня происходит. А, вот и дикий. Все, шуманул. Надо быстренько по шурику. Часики. И домой. Не буду даже лутать, смотреть, ничего не буду. Я просто буду делать квест. Я думаю, что раз уж вышел за квестом, да и тем более Тарков улыбнулся мне в общаге, разрешил зайти с позднего этого тайминга. Блокпост ВСРФ, либо лодка контрабандиста. Блин, вот лодочка бы работала, было бы вообще замечательно. Замечательно. На ВСРФ могут быть дикие. И там тропинка проходная вообще абсолютно. Сейчас наоборот, эта сторона стала более безопасной, а та такая себе. Думал, искраили. Для егеря что-нибудь. Тут емеля частенько тоже спавнится. Все. Я домой. Надо часы вынести. О, работает костер. Вот это да. Нифига меня Тарков благословил сегодня. На рейды за ЧВК, на таможне, по крайней мере. Получится быстрый рейд. Быстрый и продуктивный, я бы сказал, рейд. Это я люблю. Почти 7 минут потребовалось, чтобы выполнить этот квест. Это здорово. Я не застрял на нем. Кое-чего по мелочи тут притаранил. Быстро это все выгрузим. Ключ от наливника мне больше не понадобится. Это 100%. Будем собираться тогда в лес. Бронзовые часы мы нашли. Можно сдавать квест «Проверка на вшивость». Да, подъехал квест, который я ждал. Пикник со стрельбой. Мне необходимо уничтожить 15 диких в лесу. Теперь меня в лес ведут два квеста. Поисковая миссия и пикник со стрельбой. И открылся квест-посылка из прошлого, но для этого мне нужен будет ключ от Таркона, от таможни ключ. Нужно будет забрать папку в офисах таможни и затем с этой папкой выйти на завод и заложить эту папку на заводе во временке. Жалко, вот от ЗБ-14 у меня пока ключа нет, пока не нашел. Идем в лес с утра. Если получится, то в лесу, может, солевы найдем или для егеря хавчик. Моя задача в лесу сейчас найти колонну прапора, обнаружить лагерь юсеков и по добру, по здорову выйти просто с локации. Если будут попадаться по пути дикие, то будем, конечно, по ним шмалять, но без фанатизма. Тьфу, опять в жопе заспавнило. Понятно. Пацанчики на минах там спотыкаются. О, Панама какая-то новая. Я такую еще не видел. Ха! Модный прикид. Все дела. Как тогда? Сквозь скалы, что ли, пойдем? Через поля, через леса, через горы, через озера. Придется потопать. Твою. Ядрёный корень, чуть не обострелся. Где твой приятель? Нет приятеля, похоже, да? Ох-охо. У него, по-моему, то ли пистолет, то ли Сайга 9. Так что бронежилет шушуть выдержал. Да не видно никого, не слышно. Тут задерживаться
Не стоит. Сейчас прибегут же негодяи. Давай я его разберу. Здрасте. Так. Беркут мы заберем. Магазина заберем. Бэнк Рэбер заберем. Наушника заберем. Намордник заберем. Все заберем почти. Свое добро сейчас где-нибудь в укромном местечке выкинем. Наушники и разгрузку. А в его переоденемся. Все, спасибо, браток. Покидаем место происшествия. Опа. Стой. Вы же мне тоже нужны, ребята. Ребята. Вот это я люблю. Так. О, 3-го уровня. Бронежилет. Радуемся бронику 3-го класса. Тушенка? Нет, не тушенка. Ну и все, нечего больше взять. Хорошо. Ввязываться надолго здесь не хочу. Давай тогда горку эту попробуем обойти. А, мне же еще переодеться надо как-нибудь где-нибудь. Сейчас местечко найдем интересное. Подальше отбежим, подальше. Вот под елочкой, может. Тут не часто ходят. Давай вот здесь где-нибудь под деревцем. Да и что там, было бы что скидывать. Короче, докину патронов, переодену сейчас. И в путь. О, Диса красавчик теперь. Итак, маршрут. Маршрут какой? Маршрут такой. Мне нужно будет обойти гору эту снайперов. Клешню еще нижнюю не отключил. Гору снайперов обойти и мне... А, ну вот у меня ориентиром будет гора. Пока никакого плана, никакого компаса нет. И, кстати, вот этот квест, который я сейчас пытаюсь выполнить, поисковая миссия называется. Как раз, выполнив этот квест, мне прапорщик выдаст план леса и компас. С компасом, если все понятно, то план леса сейчас обновили. То есть там добавили всю эту новую территорию, которую подвезли в предыдущем патче. Только в этом патче они добавили ее карту, которая в игре. И вообще было бы здорово, если бы на эту карту, если бы ты эту карту, допустим, брал с собой в рейд, и при этом ходил, где-то находил тайники, выходы, спавны, что-то в этом духе. Это все эти метки как бы автоматом туда добавлялись, как если бы твой ЧВК туда добавлял какие-то метки. Вот это было бы здорово. Но все надо вносить вручную. У нас тут хардкор, никто сопельки за тобой подтирать не будет. Наматывай сам себе их на кулак. Или куда там. Большая гора это сторона. Ну вот эта дорога, налево пойдешь, если вот так вот. Там затопленный хутор старый. Направо пойдешь, там коттеджи новые. А нам надо на пруды. Вот через эту сопку я как раз должен выйти на... Там вот эти вот все озера, все пруды, все обозначено. Там даже название у них есть. Вот я как выполню этот квест, как появится план леса. Я если буду ходить в лес, то я буду вам, наверное, показывать.
Блин, вот гвозди мне бы тоже пригодились. И этот бировский жетон пригодился бы. Аптечку можно тогда. Но аптечка у меня еще есть в схроне. А гвозди я купить вряд ли в ближайшее время смогу. Скорее из этого будем действовать. Так, мне... А, все, я вижу с этот... Хату с тайником внутри. Значит, мне... Походу, лучше будет по правой стороне здесь пойти мне. Тут еще тайник рядом есть. Где-то прям по пути. А вот палатка, вот тайник. Что там интересного? Электродвигатель. Электродвигатель это хорошо. Вместо экономить будем, вот так сделаем. Ладно, начинается опять, лутается. Сейчас найду аккумулятор какой-нибудь, и мне жалко будет его потом. На выход придется идти. Здесь не пройду я. За такими вещами, как аккумулятор и прочие квестовые предметы, солевы. Что еще? Да все эти егерские, хавчик этот. Пока есть возможность, надо ходить за дикого. Надо за дикого эти квесты делать. Как бы да, ты теряешь в опыте для ЧВК. Но диким ты, когда выходишь, уже более-менее спокойные рейды. Уже самая суета прошла. И выжить гораздо проще. А вот колонна уже здесь. Капец, меня заспавнило вообще в противоположной стороне. Колонна прапорщика обнаружена. Это у нас техснабжение. Блин, все надо, твою мать, куда все? Вот тут капа нужна, на первых порах. Так, качаться до 70-го, там, 71-го уровня, чтобы капу забрать, фиг его знает. Таблетку приму. И вперед геройствовать. Тут точки горячие. Здесь ящиков и лута прочего. Достаточно. Тут уже кто-то прогулялся. Все подмели. Тщательно лутанулись. Окей, мы сюда не за лутом пришли. Пока таблетка работает. Давай сразу юсеков глянем. И на выход домой. На окраину. О, здесь не лутали, смотри еще. А нет, он здесь. Не повезло, не фартануло. Мне попали в челюсть, а я не попал в челюсть. Чуть-чуть не довел, по-моему, это.
Холостой рейд получился практически. Что там, одного дикого всего подстрелил? Ну, кто же знал, что он там будет? Такое тоже случается, это нормально, это Тарков, здесь умирают. Сейчас соберемся, более-менее что-нибудь себе сошкребем и пойдем попробуем еще разочек в лес сходить. Попробую все-таки добить этот квест. Мне просто хочется показать вам эту карту, план леса. Берем балаклаву. Балаклаву беру для того, чтобы боты меньше в лицо стреляли. Не знаю, мне кажется, это работает. И бронежилет берем. Предлагаю немножко на ПП апгрейдов купить, цевьё и прицел здесь у прапора купим. У лыжника купим тактическую рукоятку. Так, прицел сюда, ПП цевьё снимаем. Точно такое же, как на калаш цевьё, поэтому можем... И вот такой молодчага будет у меня ПП. Понял, игра отрыгнула меня. Ах, все нормально, поиск игры пошел. Запускаемся еще раз в лес и еще раз пойдем найдем колонну прапора и лагерь юсеков. Да иди, твою мать, нахрена ты меня сюда спавнишь, Тарков? Не хочет Тарков, чтоб я сделал этот квест, похоже, сегодня. Хотя... Раз уж я тут близко... Давай искать максимальную выгоду тогда из положения, из ситуации. Раз я близко заспавнился к МЧС, сразу же посмотрю солевы, посмотрю, что мне там надо. Медхлам, солевы, емеля, тушенка, искра. Есть искра. Дай медхлама. Шприц. Постараюсь быстро. БТ, забирать. Когда вот так вот тороплюсь, начинают глаза разбегаться, и я обычно что-то могу проморгать. О, дрель электродрель мы заберем. Да ну серьезно, нет солевы ни одной. Иной раз зайдешь, их тут как грязи. Во. Сможем, обогрев, смастырить себе мыло для санузла. Все, надо чесать, сейчас подъедут уже пацаны. Опа, шприц. Все, кто-то пришел. Блин. Держи. Эч, не хватает силы. Или перегруз. До свидули, братули. Денисяка ускакули. Ну так, бегло, лутанул. Поверхностно, можно сказать. Некачественно. Но мешок уже битком. И повторяется история предыдущего рейда. Тихо, 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 тихо. Привлекли внимание, конечно. Давай я тогда по низам. Там где-то наверху стреляли. Да, вот они из КС щелкают.
через низ перебегу на ту сторону в лесополосу. Оттуда тогда сразу к базе юсеков. Там уже... Так, наверное, ближе будет, чем крюк делать вокруг скалы этой снайперской. Это еще и стрельба там какая-то нездоровая. Не хочется ввязываться ни в какие передряги. Был бы бронежилет какого-нибудь класса хорошего, 4-го. Хотя бы. Я бы рискнул, наверное. Влазят какие-то передряги. А тут даже 9 миллиметров простейший патрон и выбивает. Опс! Разворот. Занят. То. Это по мне, что ли? Это по мне. Снайпер на скале. Твою мать. Твою мать. Думай, Диса, думай, думай. А что тут думать? Только под навес. За бревна. Так, хорошо. Снайпер нам пока не страшен. Ты чё тут потерял, ядри? Выпустите меня! Спалили мою позицию. Сейчас снайпер 100% в эту сторону палит. И те ребятушки, которые там к палатке бежали. Так и знал. Нет, нельзя, нельзя, нельзя. Выносливость нужна. У меня последний шанс свалить от этого снайпера. Последний шанс выбраться из этих клешней. Последняя таблетка и с Богом. Как в армии учили. Фух, нормально. Ой, дикий лазит. А может быть к палатке дикий какой-то поскакал? Да нет, навряд ли. Там прям очевидно, по-моему, чувака был. Пока работает таблетка, можно... Блин, бежать в ту сторону, не бежать уже в лагерь юсеков. Но если... Нет, пока таблетка работает, я, пожалуй, пойду на выход, наверное. И не наверное, а точно. Хотя бы до временки сейчас добегу. Ой, без таблеток и без хирургического набора я буду хромать. Бегать не смогу. И самое больное в том, что у меня выбита конечность в черную, это то, что при беге урон наносится по всему телу. Если бы была просто сломана конечность, то урон наносился бы только по конкретно сломанной конечности. Ноге. О, сушняк есть. Хорошо, хорошо. У меня там, наверное, гидрация на нуле. Все, хромать начал. Вот так мы теперь будем и передвигаться здесь. Да твою мать, я опять не смогу сделать, что ли, этот квест. А чем подкрепиться? Это нам для холодильника сахар похрумкать. Приятного. Метаболизм. Поднялся уровень. Вкусняшка. Прицел хороший. Я за него деньжат смогу выручить неплохо так. Глушитель бы тоже забрать. Да все бы забрать. Глушитель куда мы можем примастырить? Блин, кто-то бегает.
Не тот ли ЧВК, которого я видел первого? Холосан для оружейника. Уф, это дикий. Но если это дикий, то я бы сказал, что это наш клиент. Пусть я колонну, может, и не найду, но хотя бы диких покошмарить. Чё ты куда ускакал-то? Я ж тебя жду тут в прицеле. Потихонечку не получится. Так, ладушки. Оглушитель я смогу, интересно, на ППХу на свою присобачить? 9-й калибр же? Нет. Не получится. Ой, блин, я теперь еще и пламегаситель от ППХи потерял. Браво, Диса. Браво. Ох, что ж я маленьким не сдох. А да пофиг, давай диких хотя бы подстрелим, парочку. Один сюда, второй. Давай. Ну не могу я 2 рейда подряд. Во-во-во-во-во. До свадьбы заживет. Нельзя 2 рейда подряд ходить просто в холостую. По одному дикому убив. Хотя есть искра сухпай, да? Есть. Так, пацанчики, а чего это у вас тут интересного? Спящий, что скажешь? Саморезы, говорит. Заберем? АКМ. Правда, мертвый, но зато с модулями. Сюда, сюда, сюда. Сейчас расфасуем. И второй где-то негодяй. Откуда я его стрелял-то? Блин, я его фиг найду сейчас, да? Ты где? Меня смущают эти выстрелы.
Ё-моё, или все-таки сходить? Ну, далеко, далеко туда идти. Да куда ты делся-то? Где ты был-то? Я потерял. Не думаю, что те товарищи до сих пор трутся на палатке. А на палатке может появиться флешка. Куда мой брателло пропал? Нет, далеко. Я далеко ушел. Ну, пойдем в эту. Давай палатку посмотрим. Незаметно. А я под снайпера откроюсь, да? Или нет? Я не должен. Не смотрели. Пусто. Но если вдруг что там случись, я ж хромой куда? Я никуда не убегу, ничего. У меня ни одной, ни таблетки. Ничего нет. Ну дай мне, Тарков, какой-нибудь железный аргумент, чтобы идти на выход. Руки чешутся идти. На базу Исеков. Блин, а куда же я... Куда... Как же я его... Где-то с той стороны я его... С края колючки. И где-то в этой стороне он должен быть. Как сквозь землю, твою мать. Полчаса, ну... Это будет очень долго. Очень долго. А, вот он, по-моему, да? Все, нашел. О, у него ТОС. А ТОС мне нужен по квесту для лыжника. Вот тебе и аргумент. Железный. У меня квестовый предмет. Надо место, 4 ячейки надо для него. Четыре же? Да, 4.
Ну, 3. 1. Все. Во как. Если что, гранату откинем. Если вдруг какая-то стычка будет. Пошли на выход. Интерес имею посмотреть. Спящего и сумка целая. Трассеры. А тут у нас ХЗ нужна, нет? Здрасте, Настя. Лампа накаливания. А патроны выкинем. Дома еще куча целых. Все, почти на выходе. Чуточку осталось тут. За бугром уже машина. Ура, я доковырял. Заберите меня домой. Фух, тяжелый рейд оказался. 4000 опыта за 20 минут целых я там проковырялся. На самом деле меньше гораздо времени бы потратил. Одного чувака убил. Ну, 4 диких подстрелил. Уже какой-никакой прогресс. Уже не пустой рейд. Плюс квестовые предметы пару штук вынес. Сразу передаем сухпайок егерю. ТОС передаем лыжнику. Останется только белый броник ему еще притаранить. Все-таки я тут децл-да подзаработаю. Есть что у меня тут продать. То, что мне не нужно будет ни для игры, ни для схрона, ни для убежища, ни для квестов. Так что копеечку еще кое-какую сколотим. На ППху надо не забыть. Мне пламя-гаситель. Он продается, смотри, у егеря есть. Правда, это от сайги, но там разница небольшая у этих пушек. Думаю, подойдет? Да, подходит. Ой, красота. Отлично. Годится. Что-то Тарков как-то не хочет, чтобы я выполнил этот квест сегодня, не получается. 2 забега и какие-то 2 не очень удачные по спавну в первую очередь. Поэтому я предлагаю сходить за Дикого. Давай еще разочек прошвырнемся в лес. Попробую вынести жратву для егеря и попробую вынести медицину для медички. Либо попробую медхлам найти. У меня уже есть целый шприц. Так, глядишь, может и солевы начну варить. Дикому сейчас немножко попроще стало играть, потому что люди перестали стрелять друг по другу. Ну, я имею в виду челоботы по челоботам. Никто не хочет терять по карме. Всем интересно поднять, наоборот, лояльность у скупщика. Раннее утро выбрал время для рейда. Скорее всего, не так много будет народу, и мне выделят больше, чем 10 минут на поиски добра. Ну нет, нормально, видно более-менее. Я думал, вообще темень будет кромешная. Я появился на старой деревне, затопленный хутор. И прям напротив искры сухпайка. Спасибо. Попить. Горючее, поесть. Все, живем, парни. Тогда мне близко же совсем тут эти самые. Кто здесь? Свои. Какой красавец у него, смотри, дарчик. А вот тут кореш мой бывал точно. Так и запишем. Пункт питания у меня здесь под носом, плюс вышка с бункером диких. Полчаса целых у меня. Нифига себе, это хорошо. Это нам нравится. Есть где полутаться. И есть время, главное, на это. Снова в начале вайпа роляет время высадки. Вот для дикого надо учесть, что для дикого высадка очень удобно где-нибудь в районе 5-6 утра.
ПСО. Такое себе. Ладно, главное мне сейчас найти хавчик и медицину. Свои? Свои. Твое здоровье, братуля. Ну, пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Лишь бы пожрать. Ящик с продовольствием. Так, сигареты квестовые. Сгущенка на продажу. 15 тысяч целых за ячейку. Вай, у меня бинтики есть, слушай. Бинтики и жгут есть. Экстренная медицина. Нормас. Сайра. Сайра нам не нужна. Мы лучше возьмем сгущенку. Сайру нам некуда в хозяйстве применить. Ничего вы инкубаторские. Здорово. Чего вы не здороваетесь? Почему не радые? Почему не вежливые? Не узнали меня? Пообщаться. Нормально. Они в натуре как инкубаторские оба. Ой, факт светить не будем, обидятся, наверное. Пора общаться. А тут ничего нету интересного. Здорово. Не хотят общаться. Подожди, брат. Есть кто нет? Я тут есть. Есть ощущение еще, что этот ютубер какой-то херней занимается. Давай по делу. Нашел игрушку. Где-то лежит искра, Емеля. И ждет, пока Диса найдет. Это что за хрень? БП на винторез. ПП на калашек. Это мы и спьем. Молочка. С утречка. Ой. Ой, хорошо, что у меня гранаты нет. Я нечаянно не ту кнопку нажал. Лучше не доверяйте мне гранаты. Блок питания. О, сухпай, пацаны. Пацаны. Йо-йо, у меня еще и аптечка есть, оказывается, большая. Это кинуть. Ого, 45 рублей. Нифига себе, блин. Что-то и не обратил внимания на то, с чем я появился. Нормас. Как здорово, когда все не лутано, а? Пока не надо. О, а реле нам нужна для пищеблока. У меня еще и ключ таможни есть, слушай. Ключ таможни мне вынести бы по-хорошему. Мне надо же... мне надо же забирать в офисах таможни там. И посылку надо будет забирать, и папку надо будет забирать. Плюс там сейф, компы, сумка. Надо бы этот ключик попродержать. Я надеюсь, там дикари носятся. Свои. Зашибись. Кто не в курсе, куе вот эти наклоны влево-вправо, это знак дружественного типа приветствия, так сказать. Что ты без
агрессивных намерений. Ворота завода, у мертвеца выход, блокпост ВСРФ. У мертвеца я, пожалуй, выйду. У мертвеца это там, где я в прошлый раз вышел. Где спящий. Спящий и сумка на берегу озера. Через колонну прапора пройдем. И поднимемся наверх, еще лутанем, раз уж по пути. Блин, или не лутать уже? Нет, наверное, колонну только лутану и пойду домой. Надо вынести ключ таможни. Плюс у меня 2 искры есть. Про искры забудем уже. Присадка. Зашибись. О, аккумулятор. Я первый свой аккумулятор профукал на таможне. Он там на полке был. Я пялился прям на него в упор. Он под носом не заметил. Вот это мне надо вынести. Вынести, пожалуйста, спасибо. Не, надо стопудово домой идти. Пошли к спящему. Любой ценой надо выйти. Красотища, да и только. Сейчас только удочки доставай да закидывай, да? Клев бешеный. Я ж слышу, как рыба, блин, эти берега грызет. Но нам некогда. Нам надо аккумулятор домой нести и присадку топливную. Я хрен его знает, когда я еще их найду в следующий раз. Все. Я на выходе. Отличнейший просто рейд за Дикого получился. Итак, Дикий мне вынес много всего. Все, у меня схрон уже битком, поэтому я, пожалуй, на сегодня буду закругляться. Есть у меня аккумулятор теперь один, часть предметов квестовых, часть предметов для убежища. Кое-что для себя, остальное на продажу. Для егеря теперь останется принести только пачку сухарей Емели и 2 тушеные говядины, 2 банки. В убежище я себе, наконец, струю обогрев. Есть, красотища. Все, теперь мне нужно будет 3 сухого горючего. Спички охотничьи. Денег полтинник. Нормально, нормально. На этом у меня все. Всем спасибо большое за просмотр, за поддержку. Надеюсь, выпуск вам понравился. Отличного настроения, хороших рейдов. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.